Всем привет! Меня зовут Анна Грынев, и в эфире моя рубрика «Типичный журналист». Это видео я решила посвятить не так журналистам, а людям, которые по ту сторону камеры, то есть спикерам, героям, как угодно их называйте. Это видео посвящено тем, кто очень волнуется при общении с журналистами, кто не понимает, как вести себя перед камерой, кто не знает, как общаться с прессой. Я надеюсь, что мои советы вам помогут чуть комфортнее себя чувствовать с представителями этой сферы. В любом случае, молодым медийщикам тоже будет интересно узнать, что именно приводит в дикий стресс всех людей, и я надеюсь, что это поможет вам больше располагать спикера к себе. Поехали! Не будьте слишком агрессивными к журналистам. Вообще не будьте агрессивными к журналистам. Я вообще заметила такую тенденцию, что чем меньше и локальнее и звезда, и политик, тем более дерзко эти люди отказывают в интервью. Ну, знаете, там, это не для прессы, никаких комментариев, все такое. Ребята, такое бывает только в фильмах, окей? Если вы понимаете, что это издание или телеканал явно принадлежит вашим оппонентам, и они хотят взять ваш комментарий, чтобы вас замочить или как-то опозорить, не надо им хамить, вы сделаете только хуже этим, потому что ваш дерзкий отказ и ваш дерзкий комментарий разлетится по всем изданиям и всем телеканалам, и даже не будет понятен контекст, потому что ваши объяснения какое-то лояльное могут легко вырезать. Поэтому я вам советую, первое, либо просто отшутиться, если вы понимаете, что журналисты нацелены на то, чтобы вас как-то подставить. И второе, сказать: друзья, с удовольствием с вами пообщаюсь, очень люблю ваш телеканал, ваше издание, но сейчас я себя там неважно чувствую или у меня нет времени, давайте договоримся, я вам дам полчаса интервью. Вот просто сейчас я не в форме, и уже дальше решайте, будете вы общаться с этим телеканалом и СМИ дальше. Но не отказывайте дерзко и некрасиво. Вам, может быть, кажется, что вы какой-то супергерой, и вы такие говорите, это не для прессы, но на самом деле это так убого выглядит, поэтому вот эта агрессия, это определенно лишнее. Помните, что журналисты — это не какое-то вселенское зло. Нет такого, что журналистов всех собирают в один кабинет и говорят: значит так, сегодня вы должны замочить столько процентов людей, подставить столько процентов людей, задать неудобные вопросы вот такому количеству людей. Иногда им просто нужно ваше экспертное мнение или какая-то информация, или ваша персональная оценка. Не стоит их бояться и уже изначально относиться к ним плохо. Не лейте воду во время интервью, говорите четко и по делу. Наверное, у каждого есть знакомый, который, когда ты спрашиваешь, как прошел твой день, он начинает рассказ еще с даты своего рождения, потом уходит в какую-то другую тему. Кстати, там, где я жил, был еще ларек с шаурмой, а там, кстати, женщина такая работает, которая сестра моей сестры, у нее, кстати, муж, и все, вот все. Иногда вот бывает такое, что аж рука затекает, когда держишь микрофон, потому что этот спикер как будто никогда не договорит. Пожалуйста, не будьте вот этой нудотой и старайтесь говорить четко и по делу. Вы поможете очень журналистам, если все-таки будете формулировать свои мысли более внятно и коротко. Я уже говорила о том, что журналисты — это не какое-то вселенское зло, и я вам посоветую с ними дружить. Потому что у каждого, наверное, журналиста есть 5-10 универсальных экспертов, которых он очень любит и с которыми ему очень комфортно. И как только что-то происходит, или ему нужно быстрое разъяснение, или быстрый комментарий, он сразу же будет обращаться к вам. Если вы будете дружить с журналистами и будете с ними в хороших уважительных отношениях, то вам гарантирован бесплатный медиа-пиар. Ну, если он вам, конечно, нужен. Пятый мой совет — это не доверять off the record и фразам «сейчас будут перебивки, поэтому вы можете говорить все, что угодно». Что касается off the record, я журналистам объясню, если они смотрят, это предварительная договоренность не выдавать информацию, которую вам сказал спикер, определенную информацию. Такую информацию вас могут попросить не выдавать. Например, если вы берете интервью правоохранителя, и он понимает, что он ляпнул лишнего, и он просит: так, только вот это, пожалуйста, никуда не выдавайте. Почему? Потому что, выдавая эту информацию, вы можете просто навредить делу и помочь злоумышленнику, например, которого сейчас разыскивают. Также это может касаться любой сферы деятельности. Все ли журналисты придерживаются этого правила? Все добросовестные журналисты придерживаются этого правила. Поэтому делайте выводы сами. Что касается перебивок. Перебивки — это мелкие детали, которые после интервью снимает оператор для того, чтобы склеить интервью, к примеру, или для того, чтобы на закадровом тексте, когда будут говорить «это Анатолий, он эксперт в сфере, не знаю, вина», можно было вас показать.
Поэтому вы можете дать интервью о том, какой этот закон прекрасный, выдохнуть и сказать: боже мой, на самом деле его 100% не смогут принять, потому что там ужасные проблемы, и это могут выдать в эфир. Или же вы можете подшутить над коллегами, или же вы можете на самом деле признаться, что не считаете так, как сказали в интервью. Все бывает, но это могут выдать в эфир. Поэтому разговаривайте о погоде, о том, как добрались к точке интервью, но не обсуждайте важные какие-то дела, потому что бывало такое, что вот эта фраза на перебивках выходила в эфир, и это не красило спикера. 6-й совет может показаться очевидным, но я все-таки произнесу его. Не стоит скрывать очевидную правду. Почему я вообще решила внести этот пункт? На днях была ситуация, когда в Одессе был жутчайший ветер. Я всегда вам записываю видео, и в Одессе что-то происходит. Какие-то катаклизмы, ураганы, конец света. Ну, бывает. В Одессе был очень сильный ветер, и город, конечно, очень пострадал. И было одно учебное заведение, где обвалился потолок, тоже падали деревья на территории, ну, в общем, в принципе, так, как и по всему городу. И когда журналисты пришли брать интервью у директора, она почему-то скрывала правду и не хотела им показывать места, где это происходило. Хотя по факту ее никто ни в чем не обвинял, но так бывает, что когда сильный ветер, обваливаются деревья. И если кто-то и виноват, то точно не эта женщина. И вот этот страх показать, что что-то где-то пошло не так, выглядел максимально странно. Поэтому не стоит скрывать то, что очень легко проверить, или лгать о том, что очень легко проверить, потому что, ну, вы будете выглядеть дурачком, конечно же, потом, когда журналисты в итоге эту информацию проверят, скажут: ну вот же, пожалуйста. Следующий пункт – это пытайтесь перевести свой профессиональный жаргон на человеческий язык, когда вы даете интервью, потому что не всем понятны какие-то ваши фразы, которые ясны вашим коллегам. Если все-таки необходимо использовать какую-то терминологию, то сразу же ее разъясните, чтобы ваше интервью слушалось и читалось легко и понятно. Не бойтесь переспрашивать у журналистов или просить более корректно, либо точнее сформулировать вопрос. Иногда вопросы действительно формулируют криво, иногда журналисты не совсем разбираются в теме, и я бы не сказала, что это нормально, но так бывает. И тут же хочу добавить, что не стоит с презрением и с неуважением относиться к журналисту, если вы видите, что он немного плавает в теме. Просто поймите, что та тема, которую вы комментируете, она ваша, вы в ней живете, вы в ней варитесь несколько лет, вы понимаете все. А журналист каждый день вникает вот в такую новую тему для себя. Просто поставьте себя на его место и поймите, что иногда это правда бывает сложно. Я не оправдываю журналистов, поскольку эта профессия предполагает, что журналист будет разбираться во всем, или, по крайней мере, будет глубоко вникать в ту или иную тему. Но иногда так бывает, что банально не хватает времени на то, чтобы разобраться в новой теме, которая возникла вот-вот только что. Я бы посоветовала вам относиться более снисходительно к журналистам и, наоборот, помогать им разъяснять и помогать им разобраться в каких-то тонкостях того или иного дела. Я хочу сказать, что за последний год у меня очень расширился круг в плане политиков, то есть это по факту люди, которые по ту сторону камеры. И очень многие жалуются на то, что журналисты абсолютно не вникают глубоко в темы и задают очень поверхностные вопросы. И уже смотря со стороны на это, я понимаю действительно, что из-за потока информации, из-за потока новостей иногда темы рассматриваются очень поверхностно. Но тут уже должен быть длинный разговор о нашей медиаграмотности, о том, как все-таки вникать в темы глубже, разбираться, как читать новости, как их слушать и так далее, и так далее. Об этом поговорим в другой раз. Не надевайте для видеоинтервью рубашки, либо любую другую одежду в мелкую клетку и в мелкую полоску, потому что на вас невозможно будет смотреть, вы будете рябить жутко, у вас все будет вот так вот ездить. Если вы хотите, чтобы вашу речь дослушали, то наденьте что-то, что не будет раздражать зрителя в кадре. Пожалуйста, не берите микрофон в руки, если вас об этом не просят. Не стоит вот так вот подходить к журналисту, отбирать его микрофон и говорить в камеру. Это не микрофон для караоке, окей? И журналисту платят за то, что он держит микрофон возле вашей головы. Поэтому, если вас не попросили, не стоит выдирать микрофон у журналиста. На самом деле, советов о том, как комфортно себя чувствовать перед камерой, перед журналистами, очень много. Если вам интересна эта тема, если вы хотите, чтобы я продолжала давать такие советы, то без проблем сделаем вторую серию. Ну и под конец такое традиционное спасибо за вот этот шквал комментариев и благодарностей. Мне приятно, правда.
Но очень многие из вас написали, что ой, классный канал, но непонятно, почему так мало подписчиков. Ну, во-первых, это очень узкая тема, и не всем нужна журналистика, хотя, как по мне, это, мне кажется, очень классная тема для всех, кто хочет быть блогерами, кто хочет выступать на большую, маленькую аудиторию, в принципе, развиваться. Тут много и о том, как общаться с людьми, разговаривать в кадре, за кадром. Поэтому, конечно, это может быть интересно многим, но все равно не всем. То есть это же не какие-то пранки и лайфхаки. Все же я решила проэкспериментировать и сделать то, чем я обычно не занимаюсь. Это обратиться к вам и кое-что попросить. Я вам предлагаю сделать скрин этого видео, закинуть в историю в Инстаграме и отметить меня. Я уверена, что у многих из вас есть ребята, которым интересна журналистика, интересно блогерство, работа в кадре, за кадром, с прессой, без прессы, которые не знают, откуда же взять вот эту простую и понятную информацию. И, возможно, своей историей вы подскажете, где же найти вот те самые интересные советы. Я думаю, что именно так мы будем делать нашу журналистику в любом виде, в котором каждый себе ее видит, чуть более качественной. Я заранее благодарю всех, кто отметит меня в истории и расскажет своим друзьям о том, какая классная Аня Грынев и какие интересные у нее есть ролики. И спасибо всем, кто посмотрел это видео. Пока-пока!